Всем привет! Ну что, мы сегодня снова общаемся с нашими талантливыми художниками, которые прибыли на фестиваль Art Life. И сегодня у нас в гостях Элли Смолвуд. Здравствуйте, Элли. How are you? Все очень хорошо. Я очень рада, что нахожусь в Москве. Здесь очень интересно. Вы в первый раз в России? Это мой первый раз в России. Пока что я только видела дорогу от отеля до сюда в такси. Но я очень рада, что здесь. После фестиваля я пробуду здесь еще несколько дней. Я надеюсь, что вам понравится наша страна, понравится наш город, и у вас будет возможность поближе познакомиться с нашей культурой. Я нахожусь в предвкушении. Я взяла с собой акварель и свой скетчбук, чтобы я могла прогуливаться по Москве и рисовать разные пейзажи и здания. Смотрите, какую интересную подробность мы выяснили. Элли, оказывается, рисует не только маслом, не только акрилом, но еще и акварелью. Допустим, я до этого не знала. Надеюсь, что вам будет это тоже полезно и интересно узнать. Если кто-то еще не знает, чья работа у нас представлена на первом журнале Art Life Magazine, это работа нашей прекрасной героини, это обложка работы Элли Смолвуд. Здесь большое есть интервью Элли, вы сможете также поближе познакомиться с ней, если у вас есть этот журнал. Элли, вы знали о том, что очень много фолловеров, которые следят за вами из России? На самом деле это достаточно удивительно для меня, так как я даже не представляла, что Москва будет тем местом, где люди вообще знали бы о моем творчестве. В Инстаграме даже можно увидеть, какие города смотрят твой профиль больше всего. И в основном 3 города, где я пользуюсь наибольшей популярностью, это Тиран, Москва и Лондон. Лондон я понимаю, но Москва и Тиран для меня это немного необычно. Но это приятно, я очень жду встречи с людьми. Интересно, но я уверена, что нашим студентам очень интересно, как начинался творческий путь Элли Смолвуд, как вы начали, с чего все началось и как давно вы занимаетесь искусством? Мне кажется, как и для большинства художников, это началось с самого раннего детства. Это то, что вызывает у нас сильные эмоции. Когда я была ребенком, естественно, я хотела рисовать. Просто очень длительный промежуток времени я не думала, что это может быть карьерой. Но серьезно, я начала заниматься этим 7 лет назад, когда я сделала творчество своей карьерой, моей официальной работой. И это стало для меня очень важным и значительным моментом в моей жизни. Мне было все равно, если придется голодать на улице. Для себя я знала, что хочу и буду этим заниматься. Ну, это довольно-таки решительный поступок, не каждый решается на это. На самом деле это такая дилемма для многих художников, оставить ли свою работу, которая приносит тебе хлеб, дает возможности жить, и принять вот этот вектор, вот этот путь, вступить на этот путь художника абсолютно самостоятельный, чтобы иметь возможность и зарабатывать. Как вы так решились, и сразу ли это получилось у вас? Были, может, какие-то сложности? Для меня это не было настолько сложным решением, так как на тот момент я работала в боулинг-клубе. Боулинг-клуб или искусство. Я лучше буду рисовать, чем выдавать людям их туфли для боулинга. Но вначале было действительно трудно. Было длительное время, когда трудно было купить себе еду, но в то же время у меня всегда была семья, которая меня поддерживала, любила. И если бы у меня этого не было бы, то я совершенно точно могу сказать, что не смогла бы стать художником. Есть столько разных людей в таких ситуациях, где у них нет этой поддержки. Но это было действительно сложно, просто бросить себя в творчество, не зная, смогу ли я вообще продать какую-нибудь картину, и перерастет ли это когда-нибудь в карьеру. Ну вот, дорогие друзья, инсайт, скажем так, от Элли Смолвуд: обязательно вовлекайте и просите помощи у своих близких, у своих родных, потому что не всегда получается встать на этот путь и идти самостоятельно. Обязательно, чтобы рядом с вами были единомышленники, потому что сейчас, благодаря своей семье, Элли имеет возможность заниматься только искусством, а до этого ее работа не была связана с творчеством. Элли, чем же вы вдохновляетесь при создании своих картин?
Я думаю, что большинство моих картин на самом деле выражают какую-то человеческую близость, уязвимость. Таким образом, я стараюсь выражать свои отношения с людьми. Например, иногда картина только об одном определенном человеке или там эмоции, которые я в нем вижу, а иногда просто о наших отношениях друг к другу. В основном это человек, его уязвимость и, так скажем, необработанные эмоции. Поэтому меня вдохновляют именно люди, которые меня окружают, вдохновляют быть человеком, которому люди могут открыться и иметь возможность быть уязвимым, чтобы можно было построить вот это вот доверие с ними и изобразить эти эмоции, которыми они со мной делятся. Для меня это могут быть, например, друзья, семья или партнеры. А у вас есть профессиональное арт-образование или же вы самоучка? Я ходила в школу искусств и на протяжении целых 4 лет, после чего я получила бакалавриат в области изобразительного искусства. Но на самом деле я никогда не думала и не считала, что без этого нельзя обойтись и стать художником. Очень многим вещам, например, как держать свой малый бизнес или быть предпринимателем, я научилась сама после завершения колледжа. Но также думаю, что находиться, в принципе, 4 года среди единомышленников очень полезно. Интересно, то есть очень важно окружить себя единомышленниками, окружить себя творческими людьми. Так что, друзья мои, надо обязательно, чтобы вокруг вас были творческие, были в одной теме с вами, и тогда обязательно все получится. Скажите, пожалуйста, Элли, а бывает ли такое, что вам хочется оставить творчество? Бывают ли какие-то, может быть, минуты творческого кризиса? Хотя, допустим, я вообще не люблю это понятие как творческий кризис. Но бывают ли такие моменты у вас? Думаю, я испытываю такой творческий кризис на самом деле еженедельно. Я уже привыкла к таким моментам, когда мне не нравится моя работа, и я не хочу больше рисовать. Но наступает следующее утро, и я опять начинаю заниматься творчеством. Творчество присутствует в моей жизни уже столько лет, я не представляю, какая у меня была бы жизнь без него. Это мое свободное время, моя работа, мое хобби и страсть, увлечение, это мое все. Если бы я не занималась творчеством, я не знаю, чем бы я занималась. Я просыпаюсь, я рисую до того момента, когда ложусь спать, или если у меня нет каких-то дел, то я все равно рисую. А можно ли сказать, что вы вы уже научились, вы мастер, или же вы постоянно находитесь в процессе обучения? Это мой худший ночной кошмар, чтобы мое творчество не совершенствовалось. Я очень надеюсь на то, что я буду дальше продолжать развиваться. Не думаю, что когда-нибудь буду им удовлетворена, но я думаю, что это необходимо, так как это то, что на самом деле заставляет тебя двигаться вперед. Я не могу дождаться посмотреть вообще, как мое творчество будет выглядеть через 20 лет. Я уверена, что пройду через миллион разных этапов и буду создавать что-то необычное и странное. То есть у вас такой есть хороший внутренний критик, но бывают ли моменты, когда вы себя хвалите? Бывает такое, что вы понимаете, да, вот это классно? I feel like for me sometimes art makes me understand why people enjoy doing drugs because there's such a high. Я предпочитаю сравнивать свое творчество с моментами эйфории или моментами опустошения. Например, я дорисовала картину и чувствую эту радость, это удовлетворение, эйфорию. Но вскоре наступает вот этот момент, когда мне кажется, что это провал. Все, что я рисую, это ужасно, и нужно лучше. У меня отвратительное творчество, чувство опустошения. Но именно это чувство провала, то, что толкает меня идти вперед, продолжать работать, и не сидеть и не довольствоваться своим творчеством, ничего не делая. Поэтому оба эти ощущения мне нужны. Есть моменты, когда мне безумно нравится моя работа, но они сбалансированы теми моментами, когда я чувствую, что моя работа могла бы быть намного лучше. Элли, вы даете свои мастер-классы, впервые даете его в России. Как часто вообще вы
проходят ваши воркшопы и почему вы решили делиться своими знаниями, своим опытом? Я люблю проводить мастер-классы, но совершенно не потому, что мне нравится преподавать. Я на самом деле ненавижу находиться в центре внимания, когда все наблюдают за мной, особенно за чем-то таким личным, как мое творчество. Но я очень люблю ходить вокруг и смотреть на творчество других людей, смотреть на то, как они рисуют и как интерпретируют то, чему я их учу, и просто вообще наблюдать за тем, как их творчество улучшается во время мастер-класса. Это по-настоящему удивительно. И я очень рада тому, что с мастер-классов, которые я проводила, у меня остаются групп-чаты, есть общение, через которое мы делимся своими достижениями. Это прекрасно вообще, узнавать людей из разных стран и быть с ними на связи. Здорово, повезло им, когда есть такой тесный коннект с преподавателем. Это очень-очень важно для студентов, особенно для тех, кто только в начале своего творческого пути. Элли, не могу, конечно же, вам не задать этот вопрос, потому что мы являемся международной онлайн-школой рисования, и вы, кстати, мне кажется, только вы единственный художник, который у нас сейчас на фестивале, не записываете свои онлайн-курсы. Почему? Вам не нравится вот эта система онлайн-образования или есть какие-то другие причины? В преподавании мое любимое — это как раз живое общение с людьми, познавать их и формировать какую-то связь. А мое нелюбимое — это когда просто смотрят на то, как я рисую. Это заставляет меня чувствовать себя неуверенно и частично забирает чувство радости и любви в моем творчестве, потому что этим в основном я занимаюсь в одиночестве. Поэтому для меня онлайн-курсы являлись бы той частью преподавания, которую я не люблю и не содержали бы в себе ту часть, которая действительно приносит мне радость. Я обожаю наблюдать за людьми, их реакциями или моментами, когда они открыли для себя что-то новое и чувствуют вдохновение. Это и есть та часть, которую я люблю и которая приносит мне удовольствие. С онлайн-курсами ты этого не получаешь. Ну, наверное, про вас можно сказать, что вы человек эмоций, и для вас это, конечно же, неотъемлемая часть вас. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь мы сможем иметь онлайн-классы прекрасной Элли Смолвуд и порадуем большую часть нашей аудитории, потому что Россия очень большая страна, и у нас разные часовые пояса, и не всегда люди могут прийти на мастер-класс, который проходит вживую. Безусловно, я бы очень хотела найти путь к тому, чтобы в будущем это реализовать, потому что я прекрасно понимаю, что не всегда удобно людям приезжать туда, где я нахожусь. Мы будем ждать с нетерпением и будем очень счастливы, если ваши курсы будут на нашей онлайн-площадке в нашей школе. Это было бы замечательно. Мой финальный вопрос. Что вы пожелаете нашим студентам, да и не обязательно нашим, а вообще тем, кто только-только в начале своего творческого пути, которые, возможно, только ищут себя, что Элли Смолвуд пожелает ребятам? Я на это всегда затрудняюсь ответить, потому что я считаю, что каждый человек находит для себя свой собственный путь. Но если судить по мне, то я бы отдавала этому максимальное количество времени, но не только именно рисованию, а также, чтобы открывать для себя других художников, ходить на выставки и фестивали, исследовать, как заниматься творчеством в качестве малого бизнеса, потому что в основном это и есть малый бизнес, заниматься оформлением заявок, отправкой, общаться с галереями и арт-коллекторами. И мне кажется, что много художников никогда не задумываются об этой стороне творчества. Она точно так же важна, как и само создание картин. Это именно то, что дает возможность рисовать на постоянной основе. Творчество может улучшиться только при отдаче огромного количества времени, час за часом.
используя свое творчество в качестве малого бизнеса, дает время и свободу делать то, что ты на самом деле хочешь, рисовать на постоянной основе. Также для продвижения в творчестве нужно экспериментировать, чтобы двигаться вперед и идти по своему направлению. И обязательно делать то, что ты любишь и что по-настоящему тебя заряжает. Спасибо, дорогая Элли. С нами была прекрасная канадская художница Элли Смолвуд, участник первого международного фестиваля искусства, которая поделилась с нами своим опытом, своей историей. И самое главное, дорогие друзья, верьте в себя, делайте так, чтобы искусство было основным родом вашей деятельности, если вам это нужно, чтобы ваше хобби приносило вам не только позитивные эмоции, хотя это тоже очень важно, но и, конечно же, вы могли полноценно работать, жить и обеспечивать себя при помощи вашего любимого дела. Я желаю вам успехов, я желаю, чтобы вы верили в себя, не останавливали на достигнутом, и даже когда у вас случаются кризисные моменты, как и у нашей героини, чтобы вы знали, что вы не одни, что у каждого человека бывают такие этапы. Главное не останавливаться, и, как известно, дорогу осилит идущий, а мы будем с вами, и, надеюсь, такие истории, как Элли, вам обязательно помогут. Спасибо большое, Элли, спасибо, что приехали. Мы очень рады вас видеть. Thank you so much for having me. Спасибо. Thank you, my dear.